Всем привет! Вообще мы не планировали снимать этот ролик. Мы планировали уехать на неделю, перезагрузиться и ничего не снимать. Но наткнулись на такое в Египте, что не смогли пройти мимо и не показать это вам. Поэтому обязательно смотрите до конца. Немножко предыстории, чтобы вам было понятно весь контекст и все мое удивление от того, что я увидела. Но сначала, пожалуйста, не забудьте подписаться на канал. Это очень важно, чтобы этот ролик увидело как можно больше людей. В конце вы поймете, почему это важно. Это достаточно тяжелый год, мои нервы были просто на пределе, исчерпаны, поэтому мы уехали перезагрузиться и увидеться еще с моей мамой, которая смогла прилететь в Египет из России. В общем, я планировала неделю ничего не делать, просто как-то прийти в себя. Ну и я была бы не собой, если бы упустила шанс увидеть что-то из наследия ЮНЕСКО. Поэтому мы с мамой, Сашей взяли экскурсию и поехали в город Люксор, в котором находится множество храмов, очень древних, тысячелетних до нашей эры, которые входят в наследие юнеско. Я немножко расскажу про каждое место, и это очень важно, чтобы было лучше понятно последний этап, связанный с Польшей. Первым делом нас привезли в место под названием Карнакский храм. Я не буду сейчас вдаваться в историю, в подробности и факты, я просто скажу, в каком шоке я была. Ну, мы все смотрели фильмы про Египет, мы все знаем, что был какой-то период увлечения египтологией, и мне казалось, что это все уже немножко давно прошло, и не вдаваясь в подробности, я думала, что как бы эпоха увлечения пирамидами, она уже прошла, там уже все раскопали, что нужно, и как бы это уже немножко мейнстрим. Но когда я прибыла в Карнакский храм, я была в таком шоке. Это такие масштабы, и когда ты видишь это своими глазами, неважно, насколько место популярное, сколько там людей, ты не можешь этому не поражаться. Этим столбам, этим местам, там около 4000 лет, и они до сих пор поражают воображение. И я понимаю, почему до сих пор всех ученых, археологов, египтологов это вдохновляет. Потому что ты смотришь на эти колонны, ты можешь трогать пальчиками эти рисунки, которые выколоты там много тысяч лет назад. Ты не можешь уложить это все в своей голове. Как это люди могли построить раньше, как это люди сделали, и как здорово, что это все сохранилось, и ты можешь как бы видеть их послание сейчас, и люди до сих пор это же расшифровывают, раскапывают. В общем, я была поражена. Ты реально, когда ходишь между таких мест, ты чувствуешь себя героем фильма про Индиану Джонса, и тебе кажется, что там до сих пор куча загадок, куча мистики и всего остального, и об этом хочется узнать больше. Поэтому Карнакский храм поражает воображение, и это не просто для ученых дела прошлого, потому что нам кажется, вот открыли пирамиды, раскопали какой-то храм, и как бы на этом все. Там постоянно происходят новые открытия. Вот недавно выяснили, что, оказывается, все эти рисунки, они цветные, и их сейчас отмывают, и на самом деле видно, что под ними сохранились слои краски на этих столбах. В такие минуты я понимаю, как важно бывать вообще в разных местах и смотреть на разные строения, оставленные человеком, чтобы понимать вообще масштаб человеческой мысли, что ли, я не знаю. Про Карнакский храм можете немножко сами прочитать, если хотите, потому что нам нужно двигаться дальше. И поставьте лайк, если вам тоже кажется это все невероятно красивым. Далее мы перебрались через Нил на другую сторону его. Кстати, для меня это тоже как пунктик, который надо выполнить в жизни, прокатиться по Нилу. Столько про него сказок, рассказов и всего ты читал в детстве или смотрел фильмов, и какое-то вот приятное ощущение, как будто ты правда персонаж фильма. И мы оказались в горах, где в скалах выбиты гробницы фараонов. Я не знала о таких местах. Единственное, что я знала об Египте, это реально сфинксы и пирамиды. А там, на самом деле, так много в разных местах оставлено египтянами памятников прошлого, что ты такой ходишь, о чем я вообще знал раньше? Когда спускаешься в гробницы, высеченные в скалах, и ты можешь представить, на самом деле, как, наверное, поражающе все было это для ученых, которые спускаются по этим коридорам и находили там гробницы фараонов, когда ты идешь, а вокруг тебя находятся эти рисунки, которые оставлены много-много лет назад. Это поражает воображение и очень вдохновляет. Это, например, вдохновило меня, потому что когда я езжу по Польше, я люблю зарисовывать открытки с видами Польши или вот природы, например, потому что это все очень красиво. И эти виды меня тоже вдохновляют, и их хочется зарисовать. Поэтому вы на самом деле можете поддержать наш канал и купить какие-то мои открытки или вот рисунки на сайте Etsy. Ссылка будет в описании. Возможно, скоро там появятся рисунки из Египта. Но пока там очень много видов Польши. Все эти места, и Карнакский храм, и гробницы, и Нил, очень хочется, чтобы каждый из вас мог это увидеть своими глазами, потому что масштабы и вот это ощущение прикосновения к такой древности, которая сохранилась, и которую сейчас
изучают, раскапывают и восстанавливают, это очень интересный опыт. Но перейдем к самому важному, наконец, для нас. В конце дня у нас оставалось минут 40, и нас привезли к храму правительницы Хатшепсут, которая правила Египтом около 20 лет, была очень сильной и влиятельной женщиной и построила себе большой храм. Рядом с этими гробницами, чуть подальше, там в скалах, находится поражающий воображение храм. И когда нас подвезли к этому храму, ничего не предвещало неожиданного, нас высадили и показывают, а вот там находится дом поляков. Мы такие: Саша, что? Дом поляков? Мы такие подходим к гиду и говорим: что? Какой дом поляков? Оказалось, что там находится гостиница, в которой работают и живут много лет исследователи, археологи, реставраторы, по большей части поляки. Мы такие спрашиваем: а почему? Оказалось, что конкретно этот храм правительницы Хатшепсут, с 1961 года, вот по сей день, реставрируют ученые из Польши. В детстве мы так много слышали про Египет, и вот это вот была мания вокруг этих фильмов, мумий и так далее. И мне казалось, что весь шум насчет археологии Египта, он уже как бы проходит. И сегодня в течение всей экскурсии я хожу и думаю, как много здесь еще не открыто, как много здесь классного, интересного, помимо пирамид. И думаю, интересно, а что сейчас находится, изучается здесь, как работают ли египтологи. И оказалось, что в конце экскурсии мы приехали в этот храм, над которым как раз-таки работают группа людей из Польши. Они его реставрируют, восстанавливают, изучают, пытаются понять смысл этого места и делают это уже много-много лет. А также мы подошли к храму и увидели, что там висит прям табличка, которая посвящена благодарности Польше, полякам за изучение этого и исследование этого места. Вот, смотрите, прям про Польшу написано, что восстановлено польским центром археологии Университета Варшавы и так далее, с 1961 по 2008 год. Нам было так грустно, что у нас есть всего 40 минут пробежаться по этому храму, просто что-то сфотографировать и посмотреть. Конечно, бы очень хотелось подробнее узнать про эту работу, про то, как работают здесь реставраторы, что они конкретно сделают. Надеюсь, когда-нибудь у меня будет возможность. Но пока я немножко вам покажу, что мы там увидели. В общем, храм правительницы Хатшепсут был известен давно. То есть его начали изучать еще в 19 веке. Раскапывать начали в начале 20-го. Конкретно реставрационными работами, попытками понять, в чем же суть, восстановить все картины, понять, какие там сюжеты и так далее, занимается именно группа из Польши 1961 года и до сих пор. Но что конкретно меня удивило в этом месте? Храм состоит из нескольких уровней, и отдаленно это выглядит как одно цельное место. На самом деле там большие площадки между друг другом. И на втором уровне находится, фреска, которая изображает, специально приказала это правительство Хатшепсут, изобразить экспедиции, которые они совершали в Сирию в то время. И там изображена история про то, как они не просто ездили там в чужие места завоевывать, она ездила в другие страны, не она конкретно, ее экспедиции, брать оттуда, например, какие-то растения, птиц перевозить, то есть обогащать свой край, изучая другие края, как я понимаю. То, что это осталось, эта история запечатлена на стенах, которые как раз-таки реставрируют поляки, это поражает воображение. Еще в самом храме ходят местные жители и что-то тебе показывают. И мы, когда стояли, фотографировали табличку, к нам подошел один из них и спросил: «Польска?» Мы пояснили, что мы не поляки, мы живем в Польше, но мы не поляки. Но он когда просто услышал, что мы как-то связаны с Польшей, он пожал руку, обнял, попросил сфотографироваться, хотя многие из них просят за это деньги. Это было удивительно заметить, как они очень рады именно людям из Польши в этом месте. На самом деле, когда Хатшепсут построил этот храм, ее следующий преемник его разрушил. Он его разрушил, но сделал это не очень умно. Он его разрушил по кускам и закопал. Поэтому это и делают ученые, они откапывают и восстанавливают по частям этот храм. Лежат блоки, и выглядит так, что это те блоки, над которыми как раз и ведутся работы. Их положили в рядочек, разбирают. Там был еще один храм, сейчас разрушенный. Вот тут видно какие-то всякие знаки, рисунки. Вот видите, какая-то птица здесь. А вот, смотрите, прям здесь даже остались цвета. Видны змея, тоже птица, цвета от красок. И блоки пронумерованы. Видно, что над этим храмом еще ведутся работы. И, наверное, через несколько лет тут будет выглядеть все по-другому. Очень мне жаль, что у нас было всего 40 минут, и мы не смогли подробнее узнать про это место, про детали, потому что мы вообще не представляли, что мы его увидим.
мне бы хотелось побольше про него узнать, хотелось бы сходить в эту гостиницу, который дом поляков, может быть, с кем-то поговорить. Но, надеюсь, еще представится возможность. Очень поражает воображение про то, как люди что-то строили много-много лет назад, а сейчас люди это восстанавливают. Поражает, вот когда путешествуешь по таким местам, которые сохраняют ЮНЕСКО, или просто которые являются отображением какого-то периода культуры, ты чувствуешь, насколько вообще способен человек, сколько всего он интересного, невероятного может создать. Не только создать, а потом и восстановить. Поэтому я считаю, очень важно ездить по разным местам, потому что каждое место очень сильно расширяет твое восприятие мира. Например, вот мы были в селе в Польше, в деревню, и увидели старую деревянную церковь, которой 500 лет. Вот мы съездили сюда, посмотрели на эти храмы, как они выглядят по-другому, как в разные точки. Все это выглядит по-разному, но при этом говорит об одном, о том, что человек стремится к, не знаю, какой-то вечности и сохранению себя в истории. Если вам интересно говорить и смотреть про такие места, не забудьте, пожалуйста, подписаться на этот канал. Напишите комментарий, знали ли вы об этой экспедиции из Польши в этом месте. Поставьте лайк. Я сама поражена этому месту. Я бы сама поставила лайк. И можете поддержать наш канал, чтобы мы смогли больше показать таких мест, побольше поговорить с людьми, которые изучают эти места. Можете поддержать его либо здесь, на YouTube через спонсорство, либо на сайте Patronite, ссылка в описании, где вы можете выбрать удобный для вас любой уровень спонсорства, помочь нам развиваться дальше. Спасибо вам большое, что досмотрели, и берегите себя.